Дорогие рыбы, для вас январь 2026 года – это месяц внутренней ревизии. Это не время для новых масштабных инициатив, а время для наведения порядка, чтобы впоследствии действия приносили результат. С первых дней ощущается легкая пауза. Жизнь словно замедляется, чтобы дать время на внутреннюю настройку. Солнце в Козероге создает строгую, но собранную атмосферу. Оно не позволяет откладывать важное, но и не толкает вперед силой. В финансовой сфере энергия месяца спокойная, но требовательная. Январь не для рисков. Если есть задолженности или неоплаченные счета, лучше разобраться с ними в начале месяца. Планирование бюджета и проверка расходов даст ясное понимание в делах и снизит возможное напряжение в ближайшем будущем. Отношения и социальные контакты в начале года становятся более прозрачными. Полнолуние в Раке 3 января поднимает темы дома и близких связей. Здесь важно обратить внимание на то, какие отношения реально поддерживают, а какие держатся по привычке. Но не спешите делать выводы или резкие действия. Лучше наблюдать и анализировать. Ретроградный Юпитер в Раке усиливает работу с прошлым. Ситуации, которые казались закрытыми, могут напомнить о себе. Но это хороший шанс разобраться и отпустить прошлое. Ваше внутреннее состояние напрямую зависит от того, насколько честно вы видите реальность. Сатурн в Рыбах продолжает задавать рамки зрелости, проверяя вашу способность видеть факты и держать границы. Если в начале года вы чувствуете растерянность, это сигнал. Обратите внимание на свои реальные возможности без фантазий. Давайте посмотрим на ключевые события месяца, а затем полностью разберем его. Полнолуние в Раке 3 января поднимет уровень эмоциональности до самого пика. Возможно, проявится напряжение в отношениях, но это не кризис. Просто постарайтесь переждать. А в работе и делах продуктивность минимальная, а вот внутреннее ощущение безопасности будет напрямую зависеть от ваших решений. После полнолуния 3 января в Раке Меркурий в Козероге вернет вашим мыслям четкость. Вы снова можете анализировать проекты, планировать работы и закрывать деловые задачи. Однако финансовые решения лучше обдумывать тщательно. Новолуние в Козероге 18 января напрямую влияет на карьеру, планы и личные проекты. Важно сохранять ясность при принятии решений и отстраниться от иллюзий. К концу месяца энергия будет меняться с переходом планет в Водолей, а приближение Нептуна даст главный сигнал для рыб, а именно подготовка к новому этапу. Ну что ж, друзья, мы увидели общую картину месяца с ее ключевыми событиями, а теперь перейдем к полному разбору месяца. Первые дни января могут казаться странными. С одной стороны, желание уединения, с другой – внутреннее беспокойство. Для карьеры это время проверки задач и планов, для финансов – проверка бюджета, а для отношений – наблюдение вместо активных действий. Важно не форсировать события и осознавать, что именно этот период создает фундамент для последующих шагов. Приближаясь к середине января, Солнце и Венера в Козероге создают ощущение дисциплины. Меркурий помогает трезво оценивать происходящее, а внутреннее ощущение направления становится более четким. Для карьеры середина месяца – это время ревизии проектов и задач. Все отложенные идеи проявляются как необходимость принять решение. Если ждать лучшего момента, появится ощущение, что все важные дела остаются на паузе. Но если вы готовы действовать в рамках имеющихся ресурсов, это время идеально для закрытия долгосрочных задач и уточнения планов на февраль. Даже небольшие решения дадут ощущение контроля, которые станут основой для новых действий.
Финансовая сфера в середине января подталкивает к аккуратности и планированию, так как январь проверяет, насколько вы готовы к реальности. Задолженности, счета и договоренности, которые откладывались, могут вернуться. Если вы честно подойдете к цифрам, сможете спокойно распределить ресурсы и избежать ненужных стрессов. Помните о главном. Не пытайтесь заработать быстро или рисковать деньгами, иначе энергия месяца покажет, что этот путь приведет к ошибкам. А в отношениях середина января особенно сильна в проверке чувств. Полнолуние прошло, но влияние эмоциональной динамики остается. Это время, когда проявляются реальные и иллюзорные связи. Те отношения, которые держатся на привычке или ожиданиях, становятся заметны. Возможно, придется сделать шаг назад, чтобы увидеть картину целиком. Здесь важно наблюдать и фиксировать, кто действительно поддерживает, а кто присутствует формально. Старайтесь избегать эмоций в разговорах и не принимайте опрометчивых решений, но внимательно следите за реакциями близких. Эмоциональное состояние рыб в середине января тесно связано с восприятием текущих дел, финансов и отношений. Сатурн и Нептун показывают, где ваши ожидания расходятся с реальностью. Возможны раздражение, усталость, желание убежать от сложных задач или отношений. Все эти реакции – это подсказки того, где нужны изменения в подходе. Умение наблюдать свои реакции и отмечать, что именно вызывает дискомфорт, становится главным навыком этого периода. 17 января Венера в Водолее. Энергия отношений и финансов начинает смещаться. В делах и карьере стоит обратить внимание на коммуникацию с партнерами и коллегами. В финансовых вопросах появляются возможности, но важно оценивать их трезво, без эмоционального порыва. В личных отношениях могут появляться новые люди или идеи. Они не должны отвлекать от текущих приоритетов, но могут дать перспективу для будущих шагов. Новолуние в Козероге 18 января задает острый акцент на ответственности. В карьере это проверка готовности брать на себя задачи, которые требуют дисциплины и системности. В финансовой сфере день, когда лучше пересмотреть бюджет и текущие обязательства. В личных и деловых отношениях момент, когда становится ясно, кто готов к сотрудничеству. Это не время для рискованных решений. Важно четко оценивать ситуацию и подготавливаться к следующему этапу. Приближаясь к концу месяца, энергия постепенно переходит к конкретным движениям. Ощущение направления становится яснее, тело и интуиция подсказывают, куда двигаться дальше. Это важный момент для профессиональной деятельности, потому что появляется понимание следующего шага. Проекты, которые были скорректированы в течение месяца, теперь можно оценивать на предмет приоритетности и реальной пользы. Важно помнить, активные старты лучше делать постепенно, шаг за шагом. Это позволит сохранить силы и использовать накопленную энергию месяца максимально эффективно. Сфера финансов к концу января становится стабильной. Возможны небольшие приятные сюрпризы, например, своевременные выплаты, компенсации или доходы, которые ранее казались отложенными. Но важно продолжать придерживаться осознанного подхода. Большие траты или рискованные вложения пока лучше оставить на будущее. В отношениях к концу месяца приходит больше ясности. Сигналы, которые вы наблюдали в начале и середине месяца, теперь проявляются окончательно. Это касается не только личных связей, но и социальные контакты, взаимодействие с коллегами и партнерами. С переходом планет Водолей и приближением Нептуна появляется внутренняя устойчивость, которая помогает делать первые практические шаги без спешки и без лишнего напряжения. Марс в Водолее с 24 января энергия действий становится заметнее, а в делах и карьере появляется возможность смело реализовать то, что уже подготовлено. Нептун в Овне с 26 января. Внутренние ощущения и интуиция усиливаются.
Рыбы начинают ясно понимать, что действительно важно, а что является второстепенным. Влияние Нептуна создает возможность увидеть пути, которые ранее были неочевидны, особенно в личных и творческих проектах. Конец января – это также время для подведения промежуточных итогов по всем жизненным сферам. Помните, в делах и карьере действовать нужно постепенно, не спеша внедряя подготовленные шаги. В финансовых вопросах сохраняйте осознанность и продолжайте следить за ресурсами. В отношениях наблюдайте и фиксируйте, кто является настоящей опорой. Используйте свою интуицию, часто именно внутренний голос подсказывает верное направление. Дорогие рыбы, январь не дает резких побед, но он готовит мощный фундамент. А вы выходите из этого месяца с ясностью в карьере и пониманием реальных связей. Вы видите естественную картину жизни, и это главный результат месяца. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы и для других знаков на январь 2026 года, а также и годовые прогнозы для всех знаков зодиака. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!